Армения на пути к Европе. Очень решительный и долгожданный шаг в будущее. 11 февраля в Национальном собрании Республики Армения началось обсуждение законопроекта о начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе. Это не просто формальность, это заявление о намерениях страны, которая готова двигаться в сторону цивилизации, безопасности и процветания. Закон, предложенный в порядке гражданской инициативы, это в первую очередь заслуга господина Хзмаляна, председателя Европейской партии Армении. Он почувствовал необходимость таких шагов, но столкнулся с рядом проблем по реализации задуманного. Тем не менее, он сумел решить эти проблемы и добиться реальных результатов. Закон ставит перед собой амбициозную цель – сделать Армению частью прогрессивной и развитой семьи государств, вступив в Европейский Союз. Это шанс укрепить суверенитет, развить экономику, систему образования и, конечно, гарантировать долгожданные инвестиции и технологии. Заявление Артака Зейналяна о том, что вступление в ЕС обеспечит Армении современные стандарты в армии, обеспечит экономическую безопасность, создаст новые логистические связи и повысит конкурентоспособность армянской продукции – это не просто слова. Это настоящий вызов для страны, и он требует не только политической воли, но и готовности к большим внутренним реформам, о которых я и не только я постоянно говорим и будем говорить. Это обоснованные шаги, которые помогут Армении выйти на новый уровень, наладив сотрудничество с теми странами, которые действительно заинтересованы в ее успехе. Приятно видеть, что Армения наконец выходит на новый уровень, где для нее открываются реальные возможности для роста и партнерства с прогрессивными странами. ЕС готов принять Армению, а вот членство в ЕАЭС, как отметил глава парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян, может стать только следствием подписания соглашения о свободной торговле с ЕС. Армения выйдет из ЕАЭС только в том случае, если подпишет соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Это должен быть следующим шагом на пути к ЕС. Если мы говорим о классическом соглашении о свободной торговле, а не об урезанном с 4 сторон и гибридном документе, здесь не может быть двух мнений. Но это дорога, которую нам предстоит пересечь, и я не могу сказать, сколько времени на это понадобится. Это логичный шаг на пути к полной интеграции, и он требует времени и усилий. Не может быть полноценного интеграционного процесса с ЕС, если продолжаешь поддерживать параллельные отношения с союзами, которые ограничивают свободу действий. Не стоит бояться изменений, нужно с уверенностью двигаться в будущее, оставляя позади старые зависимости и открывая новые горизонты. Армения делает выбор в пользу развития и партнерства с теми, кто готов поддержать ее на этом пути. Этот закон не просто бумага. Это новый старт для нашей страны. История независимой Республики Армения только начинается. Кто боится евроинтеграции? Кто боится сильной Армении? Армения продолжает укреплять связи с ключевыми мировыми игроками – Францией, Индией, США. И это не просто протокольные встречи, а конкретные шаги в сторону международной интеграции. Франция – поддержка в сфере безопасности, технологий, экономики. Индия – оборонное сотрудничество, двусторонние непростые проекты. США – расширение контактов на высоком уровне, поддержка в сфере безопасности и так далее. На этом фоне особенно комично выглядит истерика. Даже не истерика, а плач пророссийских сил, которые боятся европейской интеграции. Пока они рыдают крокодилями слезами о реальных опасностях, Армения подписывает соглашение с Mistral AI, обсуждает оборонные проекты с Индией и углубляет сотрудничество с США. Мир меняется, но кто-то цепляется за гнилое, кровавое прошлое. И пока Армения делает шаги к развитию, в парламенте опять раздаются крики о рисках евроинтеграции. Как и ожидалось, их источником стали партии с российскими корнями. Опасность для кого? Для Армении? Для Армении, которая получает новые возможности, или для тех, кто привык видеть ее зависимой от Москвы? Армения больше не разменная монета в чужих играх. Если кому-то страшно от нашей самостоятельности, это их проблемы. Пророссийские силы до последнего пытаются тормозить развитие страны, но их время уходит, а вместе с ним и их влияние.
Времена меняются, господа продажные. Хотите, сопротивляйтесь, но это бесполезно. Ну что ж, один из самых важных шагов на пути к вступлению в Евросоюз сделан. Осталось провести референдум и официально подать заявку. Теперь главная задача – добиться максимальной явки и убедительной поддержки на голосовании. Ведь Кремль наверняка попытается саботировать процесс, используя подкуп, провокации и давление. Но я уверен, мы пройдем и это испытание. Единственное, что настораживает – подозрительное спокойствие Москвы. Это не безразличие, а выжидание. Кремль понимает, что процесс уже не остановить, но, вероятно, рассчитывает повторить сценарий Грузии. Сначала дать событиям развиваться, а затем вмешаться и изменить их в свою пользу. Поэтому важно просчитать возможные риски и заранее укрепить позиции. Мы должны не просто двигаться вперед, но и выстроить такую систему, в которой влияние извне не сможет помешать дальнейшему развитию. Армения выбирает свое будущее, и этот выбор должен быть твердым и продуманным. Не переживайте. Что бы московские чекисты ни задумали, их планы обречены на провал. Что бы они ни пытались сделать, все обернется против них. Москва может сколько угодно выжидать, но этот поезд уже ушел. Любые их планы – это всего лишь попытки цепляться за прошлое, которое больше не вернется. Армения сделала выбор, и никакие интриги Кремля его не изменят. Отметим, что окончательное политическое решение о принятии Армении в ЕС было принято еще 5 апреля 2024 года. Теперь остается лишь техническая реализация, и все зависит от армянских властей. Бюрократические процедуры самые продолжительные. Самым большим вызовом для Армении на пути к членству в ЕС является соответствие стандартам. Об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата фракции «Гражданский договор» Заруи Батаян о том, какие вызовы стоят перед Арменией на пути в Европейский Союз. Я считаю, что самым большим вызовом объективно является соответствие Республики Армения стандартам Европейского Союза. Это самый большой вызов. Чтобы мы соответствовали стандартам ЕС во всех компонентах управления, борьбы с коррупцией, экономической прозрачности, подотчетности, гражданского общества и демократии, и все это нам действительно нужно для формирования системы институционального и эффективного управления нашим государством, отметил Пашинян. Пашинян подчеркнул, что правительство положительно оценивает принятый Национальным собранием законопроект о начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе, поскольку он соответствует уравновешенной и уравновешивающей внешней политике, принятой правительством. Я думаю, что мы делаем очень важный шаг в том смысле, что когда этот закон вступит в силу, мы окажем важную услугу нашему народу. О какой услуге я говорю? То, что мы предложим народу Республики Армения, в том числе в плане внешних отношений, полноценное меню, и это даст нам возможность сделать нашу политическую жизнь более политичной, больше сосредоточившись на предметных обсуждениях. В этой логике я считаю принятие закона важным, отметил премьер-министр. Пашинян также подчеркнул, что необходимо сформировать правильные ожидания, чтобы граждане не думали, что этим решением Армения стала страной-членом или кандидатом на вступление в Европейский Союз. Это важный шаг, который позволит предоставить народу Республики Армения очень широкий выбор и провести содержательное обсуждение тех вариантов выбора, которые есть у нас самих. Я думаю, что это также очень важный компонент с точки зрения безопасности, потому что я считаю, что эти балансы оказывают непосредственное влияние на среду безопасности, добавил Пашинян. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.